Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте. С вами Сварк. И как вы знаете, на Глобале стартовал призыв на Хасу. Это, наверное, один из самых лучших персов нашей игры. Но не у всех, наверное, собраны по 150-200 шардов. Поэтому могу предложить вам донат в игру со скидочкой в виде 15% на выбранные паки. Ссылочка в описании и в закрепленном комментарии. Ну а мы давайте ее рассмотрим поближе. Это легендарный лучник фракции Кошмара. Соответственно, сразу понимаем, что она будет получать бонус от своих лидеров фракции при фулл выставлении на стол плюс 35% скорости атаки. Ну и давайте пройдемся по скиллам. Первое это инвиз, это призрачная скрытность. Когда мы ее выставляем на поле боя, она 40 секунд находится в невидимости, это значит не получает урона. Ее не могут выбрать целью крипы, которые могут атаковать. Плюс она после каждого убийства увеличивает свою атаку на 5%, суммируется до 5 раз и действует 10 секунд. Вторая пассивка, когда она атакует цель, атака отскакивает на другую цель и помимо того, что наносит чуть больше урона, так еще и вешает снижение защиты 30% при фулл прокачке на 10 секунд, что очень даже неплохо. Ну, база, понятно, атакует 2 раза, плюс каждый раз наносит урон 60% и 20% одному врагу рядом, то есть на сдачу кому-то еще и прилетает, кто вообще просто рядом постоял. Ну и ульта, это взрывной массовый урон до 5 целей в течение 4 секунд, каждые 0,3 секунды будет 230 масс дамага вылетать. Это прям очень больно, очень много, очень прям всем прилетает. Ну и где она зовет? Конечно же, на любой арене. Вот просто берем любую арену, ставим Хасу и все. И как бы удача нам сопутствует. Даже в соло-таргете она может прекрасно себя показать, внося большое количество урона. Я не говорю уже про масс урон, когда она просто первую волну сбривает, или воздух, когда она также первую волну сбривает. Вообще, любую волну, где больше одной цели, она ультой сбривает. А если до этого она еще в эту орду плюнула чем-нибудь в виде своей базы, чтобы понизить им деф, то прям совсем больно будет. По пробудам тоже все прекрасно. На первой пробуде урон второй пассивки, когда идет отскоки, повышается на 5%. На третьей пробуде мы увеличиваем свою скрытность на 10 секунд, а на последней пробуде ульта работает на 1 секунду дольше. Ну и также вторая пробуда плюс 300 атаки и четвертая пробуда плюс 8% прибивания, то бишь игнорирование защиты цели. По артефактам, что на нее вообще можно одевать? Если бы не ограничение фибулы стрелка, что он увеличивает массу урон, когда перед героем в одной клетке нету врагов, то можно было бы одеть ее, но так как именно ульт Хасу это ульт вокруг нее в радиусе одной клетки, то этот артефакт нам не подходит. Может зайти череп, эмблема жнеца души, повышает наносимый урон на 5% при вообще голом состоянии. Не сказал бы, что гонец подойдет ей, потому что тут повышение урона одной цели, а у нее идет, грубо говоря, почти что масс урон, то есть там отскоки, не отскоки, плюс ульта массовая. Поэтому я считаю, что печать уз крови ей будет вообще идеально смотреться. Пускай он уменьшает макс хп, но зато повышает крит урон. Ну и по снаряжению. Так как у меня одет артефакт печать уз крови, мы повышаем крит урон. И чтобы собрать ее максимально удобно и успешно для себя, я напялил на нее сет раскола на бирже, чтобы увеличить еще крит урон на 45%. И в связи с тем, что у меня будет чрезмерный крит урон, я добивал ей атаку просто всеми слотами биржи. То есть у меня 3 шмотки на атаку. В допах, конечно же, там и крит шансы, и атаки, и крит уроны, но в любом случае. Также можно попробовать напялить на нее древний гнев, но раскроется она тогда с ним уже на вторую свою ульту. Пухотушка, просто вихрь, просто скорость, хоть капелька, потому что здесь в допах нигде не прокнула. Если прокнуть скорость где-то плюс 100 суммарки где-то у вас, то здесь уже можно попробовать одевать бедствие, то же самое, чтобы иметь еще плюс 25% к атаке. Ну и если не смотреть на именно мою сборку, то можно совершенно спокойно одевать ее в банальный сет ДД. Это ночной ужас, пожалуйста. Это может быть проклятие, увеличение атаки на 5% от окружающих ее крипов. Это может быть мудрость, увеличение атаки после ульты на 10 секунд. Можно попробовать использовать стикс, но тут только масс урон, то есть только ульта будет увеличена в своем дамаге. Что сказать по поводу адского рева и магии души? В принципе, сеты интересные, конечно же, но тогда уже нам именно магию души нужно использовать там, где она будет ультить хотя бы раза 3-4 за бой.
а таких локаций я что-то не понимаю. Плюс в большинстве своем на high-level контенте мы героев отзываем, поэтому в рейдах это все будет скидываться. Поэтому не столь рентабельно. А от скиллов, ну, мы-то здесь увеличиваем только базовую атаку, урон, то бишь то, что идет базовый скилл. А у Хасы весь, наверное, самый сок находится все-таки больше в ульте, поэтому нам нужно повышать ульту, поэтому нужно искать сеты, которые будут повышать весь урон. То есть это раскол, это ужас, мудрость, потому что после активации мы увеличиваем урон на 35% активации ульты. Но этот перс очень универсальный, он помимо арены зайдет на мы в компании, он может зайти и на клан босса, и на фарм рейдов, на тот же второй рейд, на тот же третий, можно даже на первые попробовать вытащить куда-нибудь, например, на 19 этап, если у вас нету других массовиков. В любом случае, если вы ее выбили, бесспорно, сразу заливайте и скиллы, качайте, апайте, потому что это один из топовых персов, как в начале игры, так и в эндгейме. На этом все, с вами был Сварог, всем благосклонного рандома, богатого дропа и мирного неба над головой. Удачи!